Кто правит миром на самом деле? Этот вопрос задают себе миллионы и редко получают честный ответ. Во время первых христиан могущество Рима было очевидным. Исчезла ли эта империя? И ее ли называют «зверем из моря» книга Апокалипсис? Само выражение «зверь из моря» появляется в 13 главе Откровения, в 1 стихе. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя». Этот образ тесно связан с пророчествами, данными ранее. Иоанн описывает видение, которое по своей символике перекликается с тем, что за 6 веков до него наблюдал пророк Даниил. В 7 главе книги Даниила из бушующего моря также выходят 4 зверя. Это не случайные персонажи, а четко обозначенные символы сменяющих друг друга империй. Даниил дает ключ к их пониманию. Второй зверь – Медоперсия. Третий – империя Александра Македонского. А что же четвертый, самый страшный зверь, сокрушающий все на своем пути? Историки и богословы единодушны – это Рим. Та империя, которая сменила греческое царство. Поэтому, когда апостол говорит о звере из моря, он указывает на Рим как на вершину государственного насилия той эпохи. Однако большинство исследователей смотрят шире. Зверь – это не только конкретный император или империя. Это символ самой сути земной власти, совокупность государств и правителей. На это указывает числовой символизм. У зверя по описанию 7 голов. Число 7 в Библии означает полноту. Это символ совокупности всех царств, где Рим лишь одно из звеньев. 10 рогов подтверждают то же самое. Число 10 означает полноту мировой политической силы. Блаженный Августин называл эту систему градом земным, где правят насилие и амбиции. Протестантские реформаторы в большинстве своем не усложняли, они просто толковали этого зверя вместе с Антихристом и Вавилонской блудницей как папство ради выгоды текущего момента. Православное толкование также считает, что зверь из моря – это Римская империя. И здесь возникает парадокс. Несмотря на такое толкование, сама православная традиция на протяжении веков тесно сотрудничала с государственным аппаратом. Почему в Откровении он выходит именно из моря? В экзегетике это символ стихии хаоса и низших тонических сил. Фома Аквинский видел в море образ множества народов. В истории потопа Бог позволяет водам бездны затопить мир, ввергая его в первозданный хаос. Именно из этих вод, из этого социального хаоса и появляется зверь. А что значит фраза «дракон дал ему силу свою, престол свой, великую власть»? Эту фразу можно связать с обрядом посвящения императоров папой в средние века. До Вестфальского мира император официально подчинялся папству, получая от него легитимность. После соглашения Великих империй на Вестфальской конференции они обрели суверенитет и стали опираться уже не на духовную санкцию, а только на собственную силу. В 13 главе стих 3 также сказано: «Я увидел одну изголов его, как будто она была убита, но эта смертельная рана исцелилась». Традиционно считается, что это указывает на Нерона. После его смерти долго ходили слухи, что он жив, скрывается и готовится вернуться. Но если следовать логике пророчества, где царь – это рог, а не голова, то речь идет о чем-то более масштабном, о падении Рима на Западе в 476 году. Однако империя не исчезла, а возродилась. Сначала при Карле Великом, затем при Оттоне Великом. Так возникла Священная Римская империя, тщательно сохранявшая преемственность в символах и обрядах. Эта способность к возрождению стала визитной карточкой имперской системы. После поражения от Наполеона империя возродилась в форме Второго рейха, а после Первой мировой в виде Третьего. Стремление к преемственности от Рима стало ключевым мотивом для многих государств – британской, российской, французской, испанской, османской империй. Отсюда и повальное использование символа орла, часто двуглавого. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Этот мотив смертельной раны и исцеления проецировался и на отдельных правителей. Так возник миф о спящем императоре, невероятно популярный в средние века. Самый яркий пример – легенда о Фридрихе II Гогенштауфене. Согласно преданию, он не умер, а скрылся внутри вулкана Этна. Позднее утверждается легенда о императоре Барбароссе, спящем в горе Кивгойзер. Также в средние века возникла легенда о императоре последних дней. Это высшая точка развития имперской идеи и ее главный лидер, чья роль прямо связана с концепцией катехона, удерживающего, который противостоит приходу Антихриста. Разработкой этого образа активно занимались средневековые авторы, такие как Псевдомефодий и Атсон из Монтье-Андер.
Согласно Адсону, функцию Римской империи в финальные времена берет на себя последний франкский император. Его путь предрешен, он должен дойти до Иерусалима и там, в зените своей власти, добровольно сложить корону. Именно этот акт самоустранения империи открывает путь Антихристу. Только после падения Катехона начинается его открытое правление. Логика Возрождения применима и сегодня. Современные американские фундаменталисты видят в Европейском Союзе прообраз Четвертого рейха, а либералы, в свою очередь, вполне обоснованно указывают на попытку демонтажа республики сторонниками Трампа. Но если мы трактуем зверя из моря не как конкретное государство, а как совокупность всех земных властных институтов, картина становится еще масштабнее. После Первой мировой войны была создана Лига наций, где государства постоянно согласовывали свою политику. В результате Второй мировой войны появились ООН и Совбез, которые, подобно описанному зверю из моря, претендуют на роль мирового правительства. Государство включает в себя полицию, чиновничество, системы образования. Оказываясь внутри любой государственной системы, ты начинаешь работать на ее выживание. Это становится твоим личным интересом. Государство живет через каждого, кто принимает правила его игры. С началом реформации во многих протестантских странах национальные церкви оказались подчинены государству. Главой англиканской церкви стал король. В Российской империи вместо патриарха церковью руководил Святейший Синод во главе с оберпрокурором. Первый зверь, вышедший из моря, это воплощение грубого насилия. В Откровении сказано: «Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» Это прямое указание на государственную монополию на насилие. В отличие от других сил, действующих через обман или соблазн, этот зверь опирается исключительно на подавление. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». 42 месяца – это 3,5 года, то есть ровно половина 7-летнего цикла. Это указание на то, что в зените своего могущества власть зверя будет внезапно сломлена. Исторический пример очевиден. Третий рейх был уничтожен на пике своей мощи, а не исчез сам по себе. В современном понимании власть этого зверя – это тоталитаризм во всех его проявлениях. Второй зверь, вышедший из земли, действует от имени первого, используя его силу и мощь. Он обольщает людей, заставляя принять начертание зверя на правую руку или на чело. При этом число 666 относится не к Антихристу, а именно к зверю из моря, так как наиболее вероятна его расшифровка «латинос», что прямо отсылает нас к Римской империи. Таким знаком сейчас можно считать введение паспортов и официальных фамилий, которые появились в массовом обиходе с конца 19-го, начала 20 века. В 17 главе Откровения появляется зверь багряный. Наличие 7 голов и 10 рогов указывает на то, что это тот же самый зверь, что и вышедший из моря. На нем восседает блудница, украшенная золотом и упивающаяся кровью святых. Она названа Вавилоном и блудницей, на латыни блудница – лупа, что одновременно означает волчица. Это прямая отсылка к капиталистской волчице, скормившей основателей Рима, поэтому Вавилон – это имя нарицательное. Трактовать этот образ нужно шире, чем просто исторический Рим. Блудница – это архетип города-метрополии, паразитического центра, который вытягивает ресурсы из своих колоний. Подобно Британской империи, которая вводила высокие налоги на товары из американских колоний, что привело к американской революции. В конце 17 главы описаны будущие события, связанные со зверем из моря. Дракон, зверь и антихрист соберут народы в долине Армагеддон для войны против Агнца, который победит их. После поражения зверь и лжепророк будут схвачены и живыми брошены в озеро Огненное, а остальное воинство уничтожено. По книге Апокалипсис, после поражения от Агнца, зверь возненавидит вавилонскую блудницу и сожжет ее. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.